Looks pretty creepy. I'd been away from Paris and hadn't seen Nico for nearly 6 months. I wanted to celebrate our reunion, but she had other plans. An appointment with an archaeologist. Something to do with a Mayan stone she came across while researching the story. The guy who answered the door didn't look much like an archaeologist to me. I had a bad feeling about this. Боже, мы все умрем, О, боже мой. Всем привет, с вами Крейзи Хамстер. И мы с вами начинаем проходить замечательный квест, вторую часть сломанного меча или Broken Sword. The Smoking Mirror, дымящееся зеркало, что значит по-русски. Такое очень эмоциональное начало. Не вздохнуть, не выдохнуть. Даже все мысли хомяка, которые у него были, и которые он приготовил длинную речь, чтобы вам вначале выдать, все из головы тут же вылетело. Да, нас снова ждут с вами приключения Джорджа и Николь. Дреску мы посмотрели, как видите, она очень и очень эмоциональная выдалась. Собственно, нужно, наверное, об игре что-то сказать, как это обычно мы и делаем, но мыслей много, как-то все в голове, правда, перемешалось. Значит так. Вторая часть вышла, насколько я помню, через год после первой. И все говорят, что не очень сильно изменилось по качеству, но, на мой взгляд, сами персонажи как-то нарисованы несколько даже хуже. И не знаю, почему-то здесь Николь как нарисована мне никогда не нравилась. Тем не менее, во всем остальном игра действительно сохранила прежнюю планку. Это классная, веселая, интересная игра с хорошим юмором, средней, на мой взгляд, музыкой. Но Джордж остался непревзойденным. И самое главное, обратите внимание, Джордж сохранил свой голос, в отличие от Николь, которая уже третий раз меняет свой голос. Мы же с вами еще ремейк играли, первую часть. Джордж, он до последней части был своим голосом. За это отдельное спасибо разработчикам, что они смогли сохранить голос своего редактора, да, продолжать с ним сотрудничать. Квест этот, как я уже сказала, вышел через год после первой части, то есть 97 год. Естественно, как всегда, не обойдется без проблем. Запускать его приходится с танцами и бубнами, как это бывает. Поэтому я не знаю, как все это будет дело у нас идти. Не удивлюсь, что так же, как с первой частью, будут определенные тормоза, скачки. Но мне очень хочется эту игру с вами пройти, и я заранее прошу за это прощения, если будут какие-то проблемы. Ну, придется смириться, я не думаю, что какие-то мелкие скачки сильно испортят впечатление от игры. Но ничего я с ним сделать, к сожалению, не могу, а все-таки хочется записывать более-менее нормальном качестве, чтобы это было смотрибельно. Но это уже
отступление и нытьё хомяка, так что прощайте меня. Значит, что вам хомяк еще хотел сказать? Ох, сказать что-то хотел много, но что конкретно? Как видите, нас уже на суч напали, то есть Джордж, как и в прежней части, я так понимаю, может умереть. И, кстати, еще про части. Помнится, что я говорила вам, есть тексты на части и фанатская версия, которая мне не очень нравится. Ну, то есть я в нее не играла. Мне нравится сам смысл, сама фраза, фанатская версия, потому что редко они бывают на должном уровне на самом-то деле. Но все-таки согласитесь, то, что делают люди, которые эту игру создавали, обычно в руках фанатов превращается в такой некий фанфик, вот такой handmade. Ну, может быть, руки нас до него дойдут, собственно, почему не попробовать какой-то другой вариант игры, если сделано неплохо, ну, может быть, даже интересно. Но мы с вами обнаружили, что существует ремейк первой части. Так вот, судя по всему, есть ремейк и второй части, то есть эту часть игры они уже апгрейдили, немножко преобразили. Мне, конечно, очень интересно, будет ли такое же незначительное отличие оригинала от ремейка, как это было с первой частью, или здесь они посильнее поработали, может быть, сменили лицо и очень нежность Николь, которая мне, как Джордж сказал, мне очень нравится. Собственно, даже если нет, поиграть все равно будет интересно. Как видите, здесь у нас все делаются у нас объекты, субтитры, все это будет подписано. Графика стоит лучшая. Вот, но проблема на самом деле не с графикой, а именно с программой, через которую игра запускается, и с записью через эту программу. Вот, только поэтому будут скачки и, может быть, какие-то небольшие проблемы. Хотя, так вот, на первый взгляд, мне кажется, она идет даже немножко получше, чем первая. Ладно, поиграем, посмотрим. Кстати, вроде как еще обещали в этой части какие-то баги, лаги и всякая прочая хрень, которая очень неприятна для любого игрока. Посмотрим, конечно, по ходу, как мы будем с ними справляться и исправлять. Надеюсь, что все-таки нам удастся эту игру пройти. Я всегда радуюсь, когда есть возможность самому пройти игру, и когда есть возможность ее пройти полностью, без каких-то больших проблем, и именно оригинал. Потому что ремейки это уже отдельная история, немножко измененная, как в первой, да, части было. Они там убрали некоторые такие вещи, которые, собственно, делали эту игру такой, какая она есть. Ну, даже мелочи, казалось бы, они тоже создают определенное впечатление. Ну и добавили несколько, даже, я бы сказала, лишних моментов, которые были абсолютно не нужны. Но это уже возвращение к первой части, она же вторая, очень интересная, и, как видите, Джордж уже с проблемами столкнулся серьезными. Я надеюсь, нас Бог с вами сейчас не сожрет. Интересно, может нас сожрать? Давайте на него жмякнем, посмотрим, что будет. Ну, здесь подсказок, кстати, нету, где находятся предметы, на которые нам нужно с вами обращать свое внимание. То есть нам нужно вводить мышкой и выискивать их самим. Хотя, может быть, это даже и к лучшему. Здесь у нас пока ничего нет, инвентарь, я так понимаю, будет. А здесь у нас есть возможность настройки выбрать, куда мы с вами зашли, чтобы паузу нажать. Ну, все равно я болтаюсь, все равно паук стоит перед нами, здесь он неизвестно. У нас есть возможность выйти в Windows, сохранить игру, загрузить игру, ну и, собственно, вернуться. Я не знаю, что это значит. Я не буду пробовать нажимать. Я думаю, что нам это не нужно. Это, наверное, выход в главное меню, я так думаю. Ну, скорее всего. Так, ладно, у нас есть паук. Что у нас Джордж про него скажет? Это потом от него. Опасно, Джордж, он же сожрет тебя так. There were only three things I didn't like about spiders. The way they looked, the way they moved, and the fact that they lived on the same planet as me. This spider was big, mean, and hairy, and definitely not a native of Europe. Подожди, я на 100% согласна с Джорджем. Всего 3 вещи в хомяках. В хомяках мне нравятся все вещи. Все, что в них есть. А вот в пауках мне нравятся как раз те 3 вещи, которые назвал Джордж. Это, в принципе, одной достаточно. То, что они живут с нами на одной планете. Книжный шкаф. I glanced over the books, vaguely hoping to find a copy of How to Deal with Poisonous Spiders While Tied to a Chair. No such luck. But I noticed one corner of the bookcase was supported by a loose block of wood.
Ubier's book collection was exclusively devoted to South and Central American studies. Интересно, то есть мы можем уронить шкаф. Давай, Джордж, действуй, злодействуй. Maybe I'd been a little heavy-handed, but it was a question of survival. Of course, I was still tied to a chair in a burning house with no means of escape. Ты что переусердствовал? Так ему надо, этому мерзкому существу. Я сразу предупреждаю, что я не буду. У нас есть возможность на две кнопки можешь нажать. Либо на действие, либо, ну, как это было в той части, на лупу. Здесь лупа, правда, не появляется по какой-то неизвестной мне причине. Но мне не хочется про некоторые предметы слушать все, что он скажет. Потому что, ну, все-таки иногда нет там ничего такого важного, а времени много это занимает. Не знаю, вот мне всегда это как-то немножко скучно казалось. Но я не говорю про все тут, нет, а некоторые тут. Вот, поэтому, возможно, что-то я и не буду нажимать. Вы уж меня извиняйте за мою лень хомячиную. Но про паука я хочу послушать, что он скажет. Yellow pus was seeping from below the bookcase. That spider was very squashed. Гадость какая. Джордж, блин. Фу. I wasn't touching that spider goo. Бррр, вот действительно, бррр. Я бы тоже прикасаться не стала. Это что у нас такое? Скоба. The bookcase had been anchored to the wall by a protruding metal bracket. It had sheared off as the bookcase had fallen, leaving a jagged edge. Можем веревку себе перерезать. Юху! With one mighty bound, our hero was free. Now I had to deal with that fire. Как он про себя, да, герой. Так, ну стул, что он про стул? Вряд ли он тут будет у нас сидеть. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Фотография. Что за фотография? Nice couple. Что это? А, ну просто посмотри. Ubier Сори. and his wife, I guess. The photograph wasn't any use to me. Ну хорошо. Что это? Непонятно, подсвечник. Highly artistic, but of very little practical use. Ага, игра, я так понимаю, снова с нами играет. То есть здесь есть определенные предметы, которые мы якобы можем использовать, но использовать мы в действительности не можем, что затрудняет нам прохождение, потому что мы начинаем думать, а нужен нам этот предмет или нет. Но это, кстати, плюс игры, потому что она делает все, с одной стороны, более сложно, с другой стороны, не настолько сложно, что начинала раздражать. Это мне нравится, мне всегда нравилось. Сломанная вещь все-таки. Секретарь, что у нас тут? О, Inside, I found a bottle of tequila. класс! Бухать будем? Normally, I didn't drink strong spirits, but today was far from normal. Oh. Ew. Disgusting. Not only did the tequila burn like hell, I just managed to stop myself from swallowing the worm. День за Джорджа не задался, блин. Вначале украли Николь, пожар, паук, отвратительно мерзкий, еще и червяк. Честно сказать, я как-то так думала, что он схватит эту текилу и соберется ей тушить пожар, хотя тушить пожар алкоголем дело последнее. Да что он начнет бухать и еще какого-то червяка тут чуть не проглотится, это необычно, потому что в первой этой части, помните, бутылка там стояла, но сам он пить не стал, он там официантку у нас поет. Зачем мы берем червяка? Объясните мне, зачем Джорджу червяк? There was something short, fleshy, and gross on the carpet. И он его хапает в карман, да? It was the worm from the bottle of tequila. Черт, ну червяк! Господи. О, вот даже на ящик, это что такое? In the drawer was a small decorated pot. Что за звук-то сразу такой? Кувшин какой-то. The pot contained a key. А, The red and yellow pot had black decorative markings shaped like hands. Weird mutant hands, that is. а по червяка он что скажет? It was that itsy-bitsy tequila worm. I really must remember to take it out of my pants before I send them to the laundry. Итси-битси. Ключ, что за ключ? It looked like a house key. Ага, вот даже.
Придурку ничего не говорит. О, мы можем веревку забрать. The rope was shredded and no possible use to me. Это что такое дротик? А, это которым Николь усыпили. That dart was sharper than a mosquito's business end, but this didn't deter me from getting it anyway. It was the poisoned dart which had stunned Nico. I'd never known anything keep her quiet so effectively. Как-то у него не очень он так проник, да? The bars attached to the window would prevent anyone getting in. They also stopped me from getting out. А может быть дротиком поковырять, нет? А, ключ не подойдет? А, это сумочка, да? Сумочка Николь, ух ты. Что у нас там? It was a stylish little canvas number containing a lipstick, a handwritten note, and a pair of nylon panties with a large love heart emblazoned across the front. It occurred to me that Nico's tastes must have really changed while I was away. Ух ты! Какие подробности! They could be useful. Зачем тебе трусики, Джордж? Не, действительно трусики. Так, помада. It was Nico's lipstick. It wasn't my color, and it reminded me of clowns. Свой цвет? Он знает свой цвет? А он какой пользуется? Розовой? Жить. Зачем нам помада, интересно? I guess I had no business reading the note, but I figured it might give me a clue to what Nico was involved in. It was from Andre Labanau, the history student Nico had known at college. The letter was sentimental mush, and revealed that the exotic lingerie, as he called it, was a gift from him. It gave his telephone number. Labanau figured himself as a rival for Nico's affections, but I couldn't believe that creep was in the running. Вот, когда же Андре-то у нас интерактив наступление перешел. Пошлые записочки нам с пошлыми подарочками посылает жесть. It was a pair of red, lace-trimmed panties decorated with a large black satin heart. И все? Зачем он их взял? Ладно, посмотрим, что здесь еще есть. Еще одно окно. А, ну окна, это, наверное, то же самое. I wasn't going to get through those sturdy bars. Ну, это, наверное, то же самое. Коробка какая-то. I wasn't going to touch the box after that spider had been inside. Оу! Извиняюсь, если бы хомяк знал, что он от паука, я бы даже нажимать на него не стала. It was the box that spider had crawled Фу, from. гадость. Сифон, это что, тушить пожар будем? There was no pressure in the siphon. I guess it was out of gas. Опа-жопа. Пламя. I racked my brains to think of a way to improvise a fire extinguisher. If only I'd stopped for a coffee at the airport. Тогда бы Николь сама попала в беду, и ты бы расстраивался из-за того, что он что-то делать. А может быть, ковриком затушить он не пробовал? The door blocked my only means of escape. The fire had taken hold and ignited part of the polished wooden floorboards. Ключ-то, видимо, от The door двери. blocked my only means of escape. Да, наверное. А мы не сможем воспользоваться, видимо, ключом, пока мы не потушим пламя. Понятно, не может все так просто быть. Раз, ключ нашел и сразу вышел. Шкаф. Что у нас в шкафу? The cabinet was locked. Угу. Ключ не подойдет? The key was way too large to fit into that tiny keyhole. А, маленький у нас дротик. Ну, ковыряй дротиком. О, судочка, сработало. Чуть было. As I released the lock, something blew the doors open. Боже мой, что это такое? I couldn't think of a use for a burst cylinder. Обычный цилиндр. А с газом, что ли? That cylinder was hot. I couldn't pick it up with my bare hands. А он не взорвется сейчас у нас тут? А, там два цилиндра, видимо, было, второй от огня на взорвался. Ну, трусиками, не знаю, возьми. Не зря же мы их таскаем с собой. The panties I'd found in Nico's bag were just what I needed to wrap around the hot cylinder. Прекрасно, теперь можем сифон вставить? Нет? Юху! Там, смотрите, мы почти выбрались из комнаты, кажется.
The cylinder gave out a faint hiss as the valve opened. What? Now I had one primed up and ready to use extinguisher. Вот таким вот маленьким сифоном он потушит пожар? Вот это вот все? Да сколько там воды должно быть в этом сифоне? И Джордж мог бы изначально направлять сразу на пламя, пробовать, а не себе в лицо. Ну, давайте посмотрим, хватит ли нам воды. Мне кажется, проще было... Как он вся герой, да герой. По-моему, проще было вот этим вот ковриком затушить, если честно. Ну да ладно. Дверь, что он скажет, наверное, дверь закрыта, нужен ключ, но мы его уже нашли. Нет, все проще гораздо. Ну хорошо, раз Джорджу так удобнее, пойдемте вниз. Или куда там? Да, вниз, все правильно. Вырезка. I'd found a piece of newspaper folded in two. It referred to a forthcoming eclipse of the sun. Unfortunately, it wouldn't be visible from Europe. The best place to view the eclipse would be Mexico. Мы поедем в Мексику? Судя по всему, да. Так, телефон и дверь. Блин, ну я даже не знаю, кому он пока может позвонить. Давайте через дверь попробуем. Если уж не получится. It was locked. Whatever lay beyond the door was going to remain a mystery. А почему сюда? Может попробовать дротиком поковыряться? Нет? The tiny point was only of use for picking small locks. На, обычным ключом. Не отсюда? The house key didn't fit this lock. Ну хорошо. Значит, останется загадка, как он сказал. Телефон. Much as I disliked him, Labano might be my only hope of finding Nico. Сейчас мы все скажем, что мы о нем думаем. Hi, Andre? Who is this? It's George Stobart, Nico's boyfriend. Don't you mean ex-boyfriend? Look, I didn't call you just to pick a fight. I need to talk to you about Nico. Can't you accept she's just not interested in you? Listen, Andre, we need to talk. Nico's life depends on it. Okay. You remember the cafe at Montfaucon? Sure. Так вот сразу? Andre? You better show you creep. Монфасон. Felt an irrational urge to wipe my ear. Ой, ну прям. Монфасон, это же где этот был? Полицейский, помните, сидящий, мешающий нам залезть в канализацию? Пойдем туда. Если мы можем туда отправиться, конечно. The door was locked. I didn't fancy my chances of kicking this door down. А, ну у нас есть ключ, видимо. Хорошо, что мы его нашли. I unlocked the door. I wasn't looking forward to meeting Labano again, but he was my only link with Nico. А, знакомые все места. There was no sign of Labano when I got to the cafe. I decided to order a coffee and wait for him. Ага, выход. Кафе, видимо. Человек. Официант. А мы можем уйти? I had no place to go except back to Ubier's house. Besides, I didn't want to miss Labano. So I decided to sit tight and wait. А мы не можем в это сходить? С храм-то в этот. Ну ладно. Человек, давайте поговорим. Pardon me, but don't I know you? Huh? You were here the day I found the catacombs. I was? Ah, yes. I remember you. Yeah. Are you still in the police force? No, not anymore. I'm a man of leisure. And what brings you back to Paris? Ага. Это же этот, как раз самый полицейский, который нам мешал. Ну, как-то немножко
странный вопрос, когда, говорит, я нашел катакомбу. Так он этого не видел, он как раз нам мешал их найти. И пока он не ушел, мы их не нашли, как-то даже как-то непонятно, если честно. Ну, бог с ним. Вспомнил и вспомнил, что больше не служит, а, так понимаю. Эх, он все время здесь, это его любимое место. Ну что у нас, Николь, конечно. Не из-за глобы, даже мы вернулись. My girlfriend. What it is to be young and in love. Will you share a bottle of wine with me? Hey, listen, I'd love to, but I need to keep a clear head. So my company isn't good enough for you. Ну почему? Достаточно хорошо, просто мы уже текилы бухнули. Еще чуть-чуть и нас развезет. Как мне кажется. Сколько много тем у нас для разговора, да? Голос, вы заметили, у него, кстати, другой? Я его даже из этого не узнала, потому что вообще какой-то голос не похож. Здесь, видимо, у всех другой голос, кроме Джорджа. Why did you leave the police? I was forced to retire. The golden handshake. Only in my case, it was more copper than gold. How come? I was made a scapegoat to cover up the department's inefficiencies. Have you ever heard of a Professor Oubier? No, monsieur. I don't recall the name. Well, apparently he's an expert on Mayan art and history. A little out of my field of experience, monsieur. If he'd been a serial killer or a sodomite, I might have been able to help. О. Официант нас перебил просто. А мы можем с ним поговорить? Oh, garçon. He ignored me. I'm sure it was deliberate. Ну не зря же он туда-сюда ходит. Ты должна, видимо, как-то нам помочь в чем-то. What do you make of this dart? I remember a case where the victim was killed with just such a device. The poison acted in seconds, causing his body to swell up like an inflatable life raft. Подождите, он же вроде за улицами и за движением смотрел. А тут что-то получается, что он чуть ли не следователь, как-то непонятно. Хотя, может, я что не помню, конечно. Такое может быть, у хомяка склероз еще тот. What do you make of this news cutting? Orphanage supplied fast food chain? No, it's the article above that. Oh! Total eclipse of the sun. Well, that's very dull in comparison. I don't know anything about eclipses. Tell me what you make of this note. From my years of experience, I gained a pretty good insight into handwriting. I'd say that note was written by a compulsive, obsessive type with an Oedipus complex. Hey, you got just about everything apart from the ponytail. Да, это же Лобина. Почерк. Фляжка, о, можно фляжку забрать? I couldn't snatch the man's flask while he was looking. А, пока он на официанта, может, отвечаться, мы соберем, нет? Hey, you. Quoi? I'd like a cup of coffee if you don't mind. When I finish serving this gentleman. Казин. The man was still looking. Как его отвлечь-то? What's that you're drinking? It's wine. И всё? О, нам кофе принес. Un café. Thanks. О, мы даже поговорить с ним можем, несмотря на то, что он нас игнорит с вами. What does that guy keep pouring out of this flask? Absinthe. Absinthe. I thought that was highly dangerous and outlawed in France. It is. Don't look at me, I didn't sell it to him. Do you know a guy called André Lobineau? Oui, I know him. What of it? I'm supposed to meet him here. Did I miss him? No, I have not seen him today. Все друг друга прям знают. Париж такой маленький город. Have you heard of Professor Oubier? Oui, he married that actress, the little dachshund. They used to come here. The nutty professor and the movie star. Этот про всех все знает, официант. Какая-то, кажется, актриса там на фотографии была изображена. If Oubier's wife was a movie star, how come I never heard of her? She was big in France. The world doesn't stop at Hollywood. Her stage name was Carol Climax. She died in suspicious circumstances. How did Oubier's wife die?
I heard he shot her. And got away with it? He had a good lawyer and a watertight alibi. Why would an eminent public figure like Oublier risk everything for murder? He wouldn't be the first, would he? Besides, people like him always get off. Ой, Do you know that man over there? I should think so. He's a regular customer. Look at this. A poison dart. Ah, oui. Sure. нам не верят. It's the real thing. Knocked my girlfriend out cold in a matter of seconds. Romantic. Sounds like a real close relationship you have going. Так можно и попасться. Такие вещи говорить, можно и в полицию загреметь опять. Правда, Росса уже нет, его же прибили. Ну, еще какой-нибудь инспектор появился. Так, и чё? That's all. Thank you. Что нам с вами делать? О, лобби нас тут же пришел. Отлично. Well, this is a surprise, Georgie. О, как ракурс, интересно, I wouldn't изменился. normally call you. But Nico's in trouble, Andre. Deep trouble. You have to help me find her. What? What have you dragged her into this time? It was you that recommended Professor Oublier as an expert on Mayan art. Now his butler has kidnapped her, and he tried to kill me. Every time she gets involved with you, there is trouble. Walking out on her was the best thing you could do. My father was dying, damn it. I had no choice. Well, she soon recovered once she went back to her old friends. Drop it, Andre. Right now, Nico is in danger, and we have to work together. So, how can I help? Nico needed to speak to Oublier about a stone. Oh, you mean this stone? А, мы, значит, типа еще и виноваты. So that's what all the trouble's about. Precisely. Nicole told me to guard it with my life. Well, it's worth more than that, surely. Oh, very funny. What's funny is that your life really is on the line. What are you talking about? The stone is a Mayan artifact, dummy, and the guy who kidnapped Nico was from Central America. It was the stone they were after. Oh my god, you mean I could be in danger too? Я вот Лоббина козел, мы же типа еще и виноваты. Сам ее отправил непонятно куда. А оказывается, Джордж вот по какой причине отсутствовал. По очень даже уважительный, умирал отец. Неожиданно такие развитие сюжета для квестов, довольно позитивных, но здесь часто настолько драматические моменты, словно на мече проскальзывают, что диву даешься, и игра перестает быть какой-то такой веселым мультяшным мультиком, а становится действительно драмой. Наверное, за это и люблю эту игру. Так, ну это уже лирические отступления, извиняюсь. Давайте разговаривать с Андре. What do you suppose the carving on the stone means? I don't know. I haven't shown it to anyone. Why don't you just give it to me? I don't want your death on my conscience, George. Where did Nico get the stone? It was sent to her. From where? Who? I'm not sure I should tell you. Oh, you should. It was something to do with smuggling. Why didn't Nico take the stone to Oublier? I don't know. Perhaps she suspected something like this would happen. If she's been hurt, Andre, I'll break every bone in your body. No, that's typical of you. Do you think I don't care what happens to Nicole? It occurred to me that slugs don't have bones to break, but I kept that thought to myself. Tell me about your friend Oublier. He's more of a professional acquaintance than a friend. I see. So you don't really know him at all. No, I don't. Как обычно. Does Oublier employ a guy from Central America? Maybe. I don't know. What do you think this is, Andre? I don't know. I'll give you a clue. It's got more backbone than you. You think you're amusing, don't you? Все-таки пошутил по этому поводу. Ну, в смысле, вслух. А этот официант все и носит бутылки. Нашему жандарму. Так, у нас остался горшочек с медом. What can you tell me about this pot? South or Central American, I'd say. I have a friend who'd be able to tell you more. Where can I find this guy?
He owns a gallery on the left bank, the Glees Gallery. Все? Угу. See you later. Goodbye, Georgie. Тем временем. Ух ты, мы за Николь будем играть? Неожиданно. I've had enough of your games, Kala. Tell me what you've done with my stone. I thought your business was simply smuggling cocaine, Karzak. Why are you so interested in that stone? Either you tell me what I want to know, or Pablo here will make you talk. Okay. Well, I figured someone at the university would be able to help. So I had a word with one of my girlfriends, and she told me her boyfriend was a lecturer. I sent the stone to the Department of Ethnology. You know, I figured it was South American, so... You're not buying this, are you? That's enough. I don't have time to listen to your mindless prattle. We'll leave you to think it over. Come the morning, you'll be ready to talk. Ага, фикнули. Не дали нам за нее поиграть, но, по крайней мере, показали, что там происходит. Ну ладно. И на этом спасибо. Так, что, можем все-таки кофе? It was black, even though I was sure I'd asked for cream. Не любит нас лица. The coffee had developed an oily film on the surface. И что, мы можем что сделать? Червяка туда кинуть. Нет? That was no good. Ну почему? Сказать, да, червяк. Не, ну а что еще мы можем сделать? Надо ничего. Как флешку-то эту спереть? The man was still looking. Слушайте, может он ее забудет, мы потом как-нибудь сюда придем, и он про нее уже потом забудет, ну в смысле, извиняюсь. Может быть он про нее забудет, мы вернемся, он уйдет, и мы сможем ее уже забрать. Вот что хотел сказать, хомяк. Так, Люко, мы можем в люк I залезть? had no desire to go down into the sewers. А все потому, что у тебя ключа для люков нет, вот в чем I had причина. no Мы можем куда-то отправиться? Another lead. I could either go back to Ubier's house or visit the Glees Gallery. А, то есть мы в дом можем все-таки вернуться? Я думала, что мы оттуда уже сбежали, чтобы не вернуться туда никогда. Нам нужно, конечно, в галерею что-то думать. The Glees Gallery had style and class, but very few customers. Фу, сколько тут всего-то, а. Слушайте, ну знаете, что я предложу, наверное? Давайте мы с вами на этом нашу первую часть прохождения завершим, потому что я чувствую, что здесь много информации, которую нужно будет нам с вами изучить. Смотрите, и картины, и девушки, и витрина, и чувак какой-то стоит, возможно, да, и дальше можем пройти. В общем, дело-то тут просто дофигища. Я думаю, что будет очень много разговоров, диалогов. Вот, поэтому уже вот этот вот отрезочек начнем в следующей части. Тем более, мы с вами завязку сюжета второй части увидели, ситуацией познакомились, даже со старыми знакомыми пообщались. Как всегда, в сломанном мече у них это вообще фишка и традиция использовать своих старых же персонажей в игре, ну, пусть новых каких-то, но и старых. И это действительно приятно видеть уже знакомые лица. Вот, так что увидимся с вами в следующей части. Всем всего хорошего и пока!